Всем привет! С вами Гордей Денщиков. Буквально последний час записываю этот ролик. Оказалось, что предыдущая попытка была без микрофона, поэтому приходится перезаписывать еще раз. Но что не сделаешь ради своих дорогих подписчиков и тех, кто подпишется вот прямо сейчас или чуть попозже. Сегодня поговорим про Сингапур. Погнали! Сингапур – самый известный город-государство в мире. Известнее может быть только Ватикан, но он все-таки известен по своим религиозным причинам. Другое дело Сингапур – самостоятельный, экономически развитый и очень привлекательный город для жизни. В этом ролике я покажу вам, как выглядит Сингапур сегодня, в чем его главные фишки и почему даже у меня, такого вечного сноба, многие из них вызвали абсолютно детский восторг. Маленькая крошечная черепашка. Находиться просто невозможно. Откуда у Сингапура столько денег? Первое, чем тебя встречает Сингапур, это гигантский и очень современный аэропорт. Ну что, добро пожаловать в самый прекрасный аэропорт на всем свете. И я не бросаюсь эпитетами, это действительно лучший аэропорт, что подтверждалось многими рейтингами. И он потрясающе красив, потрясающе наполнен всем, чем только можно, и невероятен просто в каждом своем метре. Вот за мной тут зеленые зоны, водопады, здесь гигантский водопад в центре зала, а внизу я вижу сейчас тренажерный зал, что странно видеть, но окей. Пойдемте посмотрим вот это зеленое пространство самого прекрасного аэропорта, что оно из себя представляет. Вот смотрите, тренажерный зал. Зачем, а главное, почему? Честно говоря, слабо себе представляю ситуацию, когда у тебя есть время, а еще возможность потом эти грязные шмотки транспортировать, например, во время пересадки. Это правда странно, но окей. Здесь также есть бассейн, что тоже круто. Бассейн в аэропорту, просто гигантский бассейн. Но в бассейн мы с вами не пойдем, потому что все-таки я не тот человек, который приехал жить в аэропорт. Сам кольцевой павильон за пределами этого водопада представляет собой такой торговый центр, тоже многоуровневый, и тут куча, собственно, ресторанов, жаба, куча ресторанов, магазинов и всего прочего. И это притом малая часть от всех магазинов и ресторанов, которые есть в этом аэропорту, потому что огромная часть из них располагается уже после контроля. И вот даже здесь, среди ресторанных зон, есть вот такие вот прекрасные места для того, чтобы посидеть, полюбоваться видом, зеленью. Я считаю, что очень классно. Вот прям по вот этим ступенькам с любой, в общем-то, из сторон ты просто спускаешься вниз, а подняться наверх снова можешь уже на эскалаторе. Вот смотрите, то есть вот они лестницы, ты идешь и попадаешь на этажи повыше. Тут видно, как с этого потолка стекает вода, ну просто красота. Днем это видеть одно удовольствие. Вот есть верхние этажи, сейчас поднимемся на какой-нибудь из верхних этажей, посмотрим, как оттуда видно. Так выглядит самая вершина данного павильона, и доступ сюда тоже открытый, но большинство верхнего этажа занято ресторанами и специальной прогулочной площадкой. Тут и еще установили такой вот стеклянный мост. На самом деле он не слишком сильно ближе, чем, например, я стою сейчас буквально в 10 метрах. Ниже как раз-таки метромост, по которому ходят поезда. И как-то так вот это все выглядит. Прекрасная стеклянная крыша, по которой стекает вода. Вообще этот аэропорт хорош, конечно, не только тем, что здесь построили вот такую вот зеленую классную зону, но он еще и своей функциональностью. Во-первых, транспортная логистика внутри этого аэропорта, все 4 терминала отлично соединены между собой, указатели навигации работают прекрасно, с этим нет никаких проблем. Ну, то есть, второе, это выбор энтертеймента, про который я уже сказал, просто развлечения на любой вкус, рестораны, шопинг, все что угодно. Третье,
Это, конечно же, удобство для путешественников. И здесь их на самом деле очень много. Начиная от камеры хранения. Камера хранения стоит около $5 за 3 часа, что более чем дешево. И продолжая, например, возможностью раннего чекина, что тоже очень классно. То есть ты пришел за 12 часов в аэропорт, твоя регистрация не открылась, но ты можешь вот в этом аэропорту сделать, в этой зоне, при этом сделать себе ранний чекин и пойти уже гулять без сумок. Единственное, мне не ясно, почему в самом шикарном аэропорту такой дурацкий ковролин, но думаю, что почему не положить там плитку, паркет или что-то еще, но, наверное, это связано с какими-то требованиями безопасности, чтобы пол был более-менее мягкий, потому что никаких других рациональных объяснений не вижу, потому что чистить его не легче, чем плитку, не легче, чем дерево, в том числе с помощью там пылесосов, каких-то автоматизированных средств. В общем, я не знаю. Кто знает, напишите. Ковролин действительно странный. Такие вот дали полотна на протяжении всего аэропорта, на протяжении всей транзитной зоны. Логистика терминалов такова, что здесь, конечно, никогда нет очередей. И это потрясающе круто, абсолютно достижение. Хотя пассажиропоток тут очень высокий. А вот информационные терминалы не работают. Вот хотелось мне сейчас кое-что посмотреть, и второй тоже не работает. Вот так вот. Все-таки не идеален. Показывает касание, но ничего не происходит. Эх. Просто посмотрите на эту мебель. Да, в общественных зонах просто какие-то роскошные кресла. Сразу же супермаркет здесь. Ну, что за красота. Про аэропорт Сингапура можно рассказывать бесконечно долго, но ролик не об этом. Хочу сказать, что мне также удалось посетить Сингапур вечером, и это действительно заслуживает внимания, но это еще 10 минут хронометража. Я выложу материалы об этом в своем телеграм-канале, ссылка будет в описании. Пожалуйста, подписывайтесь, следите за моими поездками, лайфхаками и прочими полезными вещами. Ну, а нам пора перенестись в город. Ну что, доброе утро первого дня. Сингапур очень небольшой, можно его пройти вдоль или поперек за час. Спешить не будем, пройдем чуть помедленнее, посмотрим на лучшую инфраструктуру в Юго-Восточной Азии, посмотрим на это сильное озеленение. Я сейчас иду не в парке, недалеко от меня пролегает, если слышно, дорога, но тем не менее зелень, 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 зелень везде. Пойдем посмотрим, как это выглядит глубже. Сингапур тоже, например, не отличается чистотой местной речки, но в отличие от многих соседних государств и столиц, здесь все это выглядит очень прилично, очень чистенько, все убрали, расчистили какие-то прилегающие территории, и все выглядит очень здорово. Сингапур, бывшая британская колония, стал независимым в 1965 году, после совсем непродолжительного периода в составе Малайзии. Под руководством премьер-министра Ли Куан Ю Сингапур пережил бурный экономический рост и стал одним из главных экономических центров Азии. Сегодня Сингапур – это мировой финансовый центр с одной из лучших экономик, с потрясающим культурным разнообразием и очень современной инфраструктурой. Просто шикарные проспекты, все с разметочкой, такие просторные, ну просто красота. Прям приятно находиться здесь, мечеть какая-то. Все парковочные места, вы можете заметить, разделены. В общем, ну, порядочек здесь везде. Такие вот туристическая улочка рядом с мечетью. Все очень мило. Ну вот типичный туристический райончик за мечетью. Красивые такие стены, конечно. Подобные районы являются собой не что иное, как Диснейленд для взрослых. Вот здесь-то Диснейленд такой исламско-арабский. Здесь располагаются рестораны с арабской едой. Все вот отделано, вот такие вот атаманы стоят. В общем, такой вот тип Диснейленда для взрослых, когда ты приходишь и на маленьком участке ты погружаешься вот в эту тематическую культуру. Там тебе продадут и сувенирчики китайские, и попробуй барашка запеченного, какой-то кебаб. Ну, окей, но я предпочитаю на таких районах сильно много внимания не акцентировать, потому что это не что иное, как искусственно созданная декорация. Город сложился таким образом. В
В центре небоскребный даунтаун, от которого к периферии расходится жилая застройка. Ну, красота, красота. Вы посмотрите, как эта малоэтажная застройка осталась еще рядом с небоскребами, но не потеряла своей той или иной инфраструктуры. Смотрите, какая красота. Все отреставрировано. Такие ставни деревянные. Красота. Красота, да и только просто. Вот попроще. Шикарный, шикарный вид. Круто. Центр расширяется по необходимости, заменяя старые, в том числе колониальные постройки, новыми современными зданиями из стекла и бетона. Такой старый еще донезависимый отель. Единственное сохранившееся здесь здание и такой даунтаун с небоскребами в лучших традициях. Очень тучно сегодня, но надеюсь, это не помешает мне посмотреть всю эту красоту. Многие знают мое отношение к Дубаю. Дубай — это не соразмерный человеку город с множеством уродских построек в стиле цыганский футуризм. Посмотрите, какое цыганское, тут просто душа радуется. Биг Бен, какая-то зеленая штаб-квартира Мстителей. Какой кошмар, просто кому вот это может понравиться. Также абсолютно не подходящей, не человекоподобной инфраструктуры для жизни. Сингапур же совсем другое дело. Оказывается, в небоскребы можно вписать какую-то адекватную инфраструктуру. Сейчас я иду мимо огромных многоэтажек и иду по широченному тротуару, отделенному зеленой зоной от четырехполосной дороги. Находиться здесь чрезвычайно приятно. В отличие от подобных мест в Дубае, например, где находиться просто невозможно и хочется оттуда поскорее убежать или сесть на такси. Здесь хочется продолжать гулять, потому что даже несмотря на солнце, все скрыто тенью. Очень круто. И вот они, пожалуйста, вот они небоскребы. Мне либо очень везет, либо здесь настолько много пешеходных пространств в туристическом центре, что в целом нет никакой заполненности. Очень комфортно здесь находиться, не чувствуешь перегруженности и какой-то давки. Что могу еще показать? Вот ласка гигантских размеров просто валяется, чешет свою шерстку и совершенно отлично себя чувствует с самым шикарным видом. В начале экономического рывка перед Сингапуром встало огромное количество вызовов, в том числе задача расселить огромное количество людей в кратчайшие сроки. Так в городе появились брутальные многоэтажки, которые у многих людей вызывают смешанные чувства. Это что еще за уродина? Вот так выглядят архитектурные ошибки, которые допустил Сингапур на пути своего становления. И вот сейчас ничего не может сделать с подобными зданиями. Но я думаю, что лет через 20, может быть, этого уже и не будет. Потому что город маленький, решения принимаются достаточно быстро. Вот ничего подобного, как видите, здесь нет. Все выглядит совсем иначе. Сингапур уже давно занимается тем, что избавляется от подобного рода построек, уступая место все тем же небоскребам. Но в городе остается еще десяток таких брутальных зданий, часть из них удается спасти от сноса и признать памятниками, поэтому я думаю, что классная идея для поездки в Сингапур — это внести в свой чек-лист несколько из них для того, чтобы посмотреть, пока они еще стоят, и возможность сделать это есть. Также говоря о Сингапуре, нельзя как-то опустить этнический состав и языки Сингапура. Дело в том, что в Сингапуре 4 официальных языка: английский, малайский, тамильский и китайский. Преимущественно большинство населения говорит на китайском, но на английском тоже говорят все, потому что это язык, который связывает, в общем-то, население, связывает общество. Все государственные службы работают на английском языке. На улицах, например, вся разметка, большинство объявлений, все на английском языке. Поэтому английский здесь — это, конечно, базисный язык для взаимодействия общества. Но, конечно, с другой стороны, построить никакое общество настолько мультинациональное без единого языка было бы нельзя. Поэтому был выбран английский благодаря историческим таким связям, скажем так,
с Великобритании. Вот смотрите, здесь есть полицейский указатель, хотя за сутки пребывания здесь я еще не видел ни одного полицейского. Есть такое старое здание, которое было одним из первых почтовых офисов, и теперь его переделали под полицию, но фишка в том, что его переделали под отдел самообслуживания. Как выглядит вход в этот полицейский участок? Вот тут такая даже историческая справочка, такие раздвижные двери, все очень современно. Всякие LED, телевизоры и все такое. Здесь историческая справка, даже какой-то entertainment, посмотрите. Примерь на себя ретро-форму. Вот видите, руку можно приложить. Но самое интересное — это вот эта штука, потому что это ящик для сдачи потерянных вещей, найденных, вернее. То есть, если вы что-то нашли, просто здесь вот вводите, сюда эту вещь опускаете, и все, полиция найдет владельца. Очень круто. Уже там за моей спиной есть компьютер, где можно самостоятельно воспользоваться услугами полиции, ставить заявление и все такое. И, ну, технологично, круто и прям удобно. Но будка с найденными вещами просто восторг. Чего точно не будет в этом видео, так это долгих рассказах о самых попсовых и туристических местах Сингапура. Говоря о современной архитектуре, в пример можно привести знаменитый отель Marina Bay Sands, который в своем роде стал уже визитной карточкой города. Также я обделю вниманием парк Сады у залива. Это тот самый большой парковый комплекс, в котором стоят железные деревья, где проходит световое шоу, и который в каждом путеводителе просто стопроцентный must-visit и рекомендуется всем к посещению. Видео оттуда на самом деле полно на ютубе, а к тому же восхищаться там оказалось особенно нечем. А вот после этого светового шоу меня ждал приятный сюрприз — ночной Сингапур. Казалось, что Сингапур ночью выглядит еще, может быть, даже лучше, чем днем. Потому что вот эта вся иллюминация, настолько это все выглядит круто, актуально, не пошло. Я просто в восторге. Также, например, я не буду углубляться в рассказы об острове Сентоза, потому что это супер туристическая достопримечательность. Она вот во всех гайдах: Сингапур за 3 дня, Сингапур за 5 дней и так далее. И так далее. Сюда люди приезжают в парк развлечений Universal и приезжают просто там погулять, посмотреть. Но, честно говоря, вот вы можете посмотреть, как это выглядит за моей спиной. Это все выглядит как любой хороший горнолыжный курорт, где на основе маленького кусочка природных ресурсов сделали такой большой-большой рынок. И куда ни посмотри, тебе просто нужно потратить деньги. Разве что вот так именно, как люди едут на горнолыжные курорты, потратить деньги, покидать шарики с удочками, вот, в тир пострелять и так далее. То есть тут каждый метр просто сделан вот именно для того, чтобы вы могли потратить деньги. В общем, ничего особенно интересного. Не знаю, какие у вас эмоции вызовет вид этих барж и траулеров, но у меня лично никакого умиротворенного ощущения, желания купаться это не производит. Но взгляд завораживает. У острова Сентоза оказался один огромный плюс. Там отличная велоинфраструктура, и мне удалось немного прокатиться. Просто натуральные павлины. Такой вот прекрасный Сингапур. Едешь на велосипеде и пытаешься сделать так, чтобы никакой павлин не попал тебе под колеса. Вообще, конечно, интересно, насколько город безбарьерен и удобен в передвижениях не только обычным людям, но и инвалидам, мамам с колясками и всем другим малоподвижным группам населения. Смотрите, что здесь есть на обычном переходе. Вот такой вот указатель. Приложите для более долгого времени перехода. И вот тут нарисовано 2 типа карточек: для пенсионеров и для людей с ограниченными возможностями. То есть просто пешеход нажимает на вот эту вот кнопочку, а пенсионер или человек с ограниченными возможностями прикладывает карточку, и время перехода
значительно увеличивается. Это линия чуда. Абсолютно гениально сделано. Все в этом месте продумано до мелочей. Все эти 2 дня я ищу, до чего бы докопаться. Наконец-то я нашел. Наконец-то нашел что-то неидеальное в этом городе. Тут кончилась дорога. Все, и там ее тоже нету. И это в самом центре города. Вы представляете? Представляете, вот сейчас полезу через этот овраг. Потрясающий сингапурский подземный переход. Кондиционируемый, с эскалаторами. Но вот чувствую, не хватает чего-то. Человечка, который бы здесь играл на гитаре, например. Или спал. Общественный транспорт в Сингапуре, как ни странно, представлен отлично. Здесь есть автобусы и есть метро. Ни трамваев, ни троллейбусов, но для такого небольшого города этого более чем достаточно. Такие разнообразные автобусы здесь. Пригородных поездов тоже нет. Паратранзит обеспечивают автобусы. Ну и также метро уходит очень далеко за пределы центра. Город не очень большой, в 3 раза меньше Москвы, поэтому развитого метро и системы нормальных городских автобусов здесь более чем достаточно. Автобусы здесь просто шикарные, и у них есть сплошное удовольствие. Несмотря на разгар дня, здесь никого нету. Прохладно, чисто, современно, безопасно. Я не знаю, что еще сказать. Это просто кайф. Смотрите, даже показывает, сколько мест доступно. Метро в Сингапуре выглядит также потрясающе современным образом. Все четенько, указатели, никакой рекламы, никакого вот этого вот загрязнения визуального. Все очень четко, понятно на 3-4 языках. На английском уведомление. Очень круто, удобно и приятно использовать такое метро. Вот смотрите, тут информационное сообщение о том, что деменция может существовать и как нужно помогать окружающим гражданам в случае, если вы их встретили. И вот подобные информационные инициативы, они тут, конечно, везде, и есть там специальный веб-сайт, вся инфа, специальные точки, где можно там получить информацию, отвести человека и так далее. И это касается, огромного количества личных вещей, не только вот конкретно деменции. Просто посмотрите на это. Они рядом с знаками предупреждения о том, что школа, сделали такие детские рисунки. Да, они неразличимы с дороги, но сам факт, как это преобразует городскую среду. Думаю, что вы уже поняли, насколько много опций различных удобств в Сингапуре. Но город — это живой организм, он очень разнородный, и в нем есть в том числе такие районы, в которые побаиваются ходить некоторые туристы. Сейчас я вхожу в район Маленькая Индия, абсолютно не похожий на остальной Сингапур район, потому что, начнем с того, что здесь куча рекламы. Куча рекламы, как присуще всем непрезентабельным городам. Она выглядит ужасно, она очень пестрая, очень разная. Можно ли было вот эти прекрасные маленькие, вот эти прекрасные маленькие домики, избавив от рекламы, сделать их намного лучше? Конечно, можно было. И в самом же Сингапуре есть для этого отличные примеры. Достаточно всего лишь убрать рекламу эту пеструю, вот эти все вот несуразные вывески, и все станет намного лучше. Что в большинстве своем из себя представляет этот район? Конечно же, огромное наличие торговых зон всевозможных. Все тротуары заставили своими чемоданами, играет музыка индийская. А так, в общем, вот такой вот райончик. Тут индийские рестораны, в которых предлагают индийские блюда. Вот так вот это все выглядит. Пестрые вывески. Сразу чувствуется, что мы в районе Маленькой Индии. Наличие подобных районов в Сингапуре делает его весьма разносторонним и более интересным, потому что как только вам надоест вот эта Марина с ее высоченными небоскребами, парками и всем прочим, просто отправляйтесь сюда, чтобы побродить среди местных, которые толпятся на входе в мечеть, и все в таком духе. Самый наполненный магазин — это с золотом, потому что индусы любят золото. Вот, посмотрите. Сейчас мы
этим направлением выдвинемся в более приличные центральные районы, скажем так. Но посмотрите на это количество рекламы. Она, конечно, все портит. И всем нужно бороться с рекламой в таком райончике, как Little India. Больше таких упоминаний о том, что камера все снимает, и все ваши действия будут использованы против вас. Поэтому не нарушайте закон. А на улице с барами установлена вот такая вот табличка, что момент ярости может стоить вам до $5000 или 2 лет в тюрьме. Вот так вот выглядит типичный сингапурский барчик. Сейчас, конечно, день, и ничего интересного там не происходит. Но небольшое, классическое такое пабного формата помещение, коктейли, напитки, достаточно дорогой алкоголь здесь. Курить нельзя, ни вейпы, ни сигареты. В случае, если вдруг тебя стошнит, $200 штраф. Так что все здесь строго в этой стране. Да, бывают вот такие кварталы совершенно без зелени. Но давайте вернемся к земле, пойдем посмотрим на совершенно не туристический парк, богатый зеленью и очень разнообразным ландшафтом. Я решил пойти по не самому популярному туристическому направлению. Поднялся в один из таких больших парков недалеко от центра города. Здесь натуральные джунгли, где живут обезьяны. Заканчивается парк таким вот вьюпоинтом, откуда открывается вид на город. Кстати, такие обзорные бинокли абсолютно бесплатные. Опять дождь пошел. Я, кстати, этого не знал, но оказывается, что дождь идет в Сингапуре всегда. И это вообще было не очевидно, но даже статистически по количеству осадков Сингапур превосходит и Петербург, и Москву, и Лондон, и вообще все любые города, которые мы привыкли считать в той или иной степени дождливыми. Огромная, есть дерево. Красота. Вот дополнительное общественное пространство в парке, продолжение этого не очень популярного у туристов парка, поэтому я здесь один. Вот такие вот места для сидения, да, где можно собраться с потрясающим видом на город, провести время. Но самое прекрасное, что есть в этом парке, это фонтанчики с питьевой водой. Просто почему все парки не могут быть такими идеальными? Ну и что бы вы думали, как я мог пройти этот парк и не найти в нем черепашек? Вот они, красноухая черепашка, которых продают в России у метро. Смотрите, как вымахала, если опустить в водоем. Вот где место таким черепашкам, а не в ваших маленьких аквариумах. Это великолепно. Великолепно. И видно, что за этим всем, конечно, ухаживают. И видно, что здесь шланги, трубы и все такое. Идет определенный контроль этого всего. И это все, конечно, очень-очень классно. Насколько всем известно, в Сингапуре множество законов, регулирующих зеленые зоны и их уменьшение, чтобы стройки не редуцировали количество зеленых зон, то есть посредством появления новых каких-то билдингов, небоскребов, зданий. Также застройщики обязаны вводить новые зеленые зоны. Здорово, что было очевидно, что это не есть хорошо, и сингапурские власти сразу же начали что-то с этим делать. Так, с момента своего экономического роста Сингапур постоянно разрабатывает программы по повышению экологичности среды. Актуально сейчас это Сингапур Green Plan 2030. Это общее название огромного комплекса направлений, взятых общественным ориентиром на текущее десятилетие. Определенные инициативы и меры, предпринимаемые Сингапуром, можно снять отдельный фильм. Но пока просто скажу, что к 2050 году Сингапур планирует полностью редуцировать количество выбросов в атмосферу, то есть сделать их равным нулю. Существует еще множество сингапурских тем, о которых хочется говорить. Среди них, например, самые строгие во всем мире штрафы, какие-то странные запреты. Ввоз жвачки, штраф $3000, ввоз пачки сигарет за каждую пачку
$200 и так далее. Малые гражданские инициативы, да, и в целом, я думаю, что любую сферу жизни Сингапура можно детально под хорошим увеличением рассмотреть. Как минимум, потому что история Сингапура не такая уж длинная, и как максимум это потому, что множество материалов доступны на английском языке, что открывает огромный простор для глубоких исследований. Сегодня мы не поговорили ни про экспатов, ни про визы, ни про цены. Все-таки важно отметить, что оставаться здесь даже на 4 дня – это весьма затратное мероприятие, потому что даже самый дешевенький задрипанный хостел обойдется вам минимум в $30 за ночь. Сингапур – один из самых прекрасных городов мира и действительно хорош тем, что это считывается практически с первого прикосновения. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, он был интересным, надеюсь, в нем была какая-то польза. Обязательно напишите в комментариях ваше мнение о Сингапуре, о его транспортных системах, о его благоустройстве. Мне будет интересно почитать, что вы думаете. Наверняка где-то что-то переврал. В этом случае тоже пишите. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. И увидимся в ближайших роликах. С вами был Тадей Зинченко.